Всем привет, с вами Аркадий Романович. Ну что, добро пожаловать на большой мастер-класс по живой торговле. Как обычно, будем работать с евро, золотом, с британцем и с парой фунт-доллар. Это 4 основных инструмента. Я буду работать на минутных графиках. Но опять же таки, все, что я буду рассказывать и показывать, вы можете использовать на своих таймфреймах, своих активах, инструментах. Не имеет значения. Сегодня мы с вами чуть глубже копнем в настройки торговой системы. Я открою вот этот вот параметр, да, где вы видите очень много всяких настроек, и мы подробно разберем, что они означают, ну и как их можно изменять для лучших результатов, и нужно ли вообще это делать. Сейчас 16 часов 15 минут по Москве. Я надеюсь, что сегодня будет очень волатильно. Если вы не смотрели предыдущие видео по живой торговле, в частности с пятницы предыдущей, там было вообще экстремально волатильно. Мы с вами поймали в прямом эфире сигналов примерно на $400. Предыдущее видео я тоже записывал вчера, ну имеется в виду в четверг, да, сегодня пятница. Обязательно тоже это видео посмотрите, там простые визуально продиктованные сигналы. И это выглядит настолько просто, что даже не совсем в это верится. Ну как так? Да, так просто может быть. Обязательно должен быть какой-то подвох. Да, и вот мы обычно этот подвох ищем и начинаем закапываться, да, в материалах, изучаем там всякие паттерны дополнительные, пытаемся как-то улучшить. Нам кажется, что если мы больше информации добавим или узнаем, мы улучшим свою методологию. На самом деле половину, даже 80% нужно выбросить и оставить то, что, во-первых, ты можешь повторять на регулярной основе, это визуально продиктовано, то есть ты видишь либо нет, и это повторяется часто. То есть если сигнал редкий, ну нахер он такой нужен, да? Должны повторяться часто сигналы. Так вот, мы начнем с вами с евро, потом фунт, потом золото и нефть, потому что по золоту пока ничего. Золото вот здесь слева, WTI внизу слева, фунт-доллар справа и евро-доллар справа. Я сегодня буду медленно рассказывать, потому что у нас есть на канале и новенькие трейдеры, да, и мне бы хотелось немножко так глубже копнуть в детали интрадей торговли, подробно разобрать менеджмент управления сделками и подробно разобрать настройки системы Cluster Trader, потому что по факту, вот когда у вас система есть, то есть вы получаете систему, вы ее бросаете на графике, в принципе, все готово. Евро-доллар, посмотрите сюда, мы только что пробили уровень. Это сила сигнала номер 1. То есть первое условие я вижу глазами, да, что мы пробили уровень, да, абсолютно каждый из вас это видит. Затем мы видим стрелочный сигнал на покупку TC Buy. Это специальный индикатор для поиска разворотов. Его встроили в систему Cluster Trader, обновили, и вот сейчас он нам помогает идентифицировать еще и паттерны. Вот такие как дно, слабое, разворотное, сложное, слабое. И автоматика определяет тоже паттерн. То есть все автоматически происходит. С моей стороны не требуется вмешательства с точки зрения моего мнения. То есть, что я думаю, куда пойдет цена. Хрень собачья. Не имеет значения, что я думаю, имеет значение, что я вижу и как я интерпретирую эту информацию. Понимаете, да, очень-очень важно. Я должен видеть каждый раз одинаковые вещи. Так вот, мы пробили уровень стрелочный дно. Да? Если я торгую в направлении пробоя, то мне необходимо пробитие минимума этого паттерна, что образует 4 условия. Кластер 4 sell. Пробой уровня 1, стрелочный против пробой 2, дно 3, пробой дна 4. Кластер 4 sell. И казалось бы, вот сейчас закроется бар, нажимай sell. Но еще на что я обращаю внимание, если слева структура, я всегда смотрю налево. Я настоятельно вам рекомендую вращать головой вот туда, налево, потому что там очень много полезной и ценной для вас информации. Не надо далеко. Достаточно посмотреть за текущий и за предыдущий день, где ближайшие ключевые уровни, где реагировала цена. Если мы посмотрим вот сейчас по евро, мы видим, что ближайшая структура находится совсем недалеко от точки пробоя. Вот здесь мы видим, эта отметка 0,9600, 0,9700, предыдущая важная зона. Поэтому пока никаких трейдов, у меня нет большого технического кармана. Я использую уровни с 15 минутки, с часового и с 4-часового таймфреймов. То есть, если немножко уменьшить, навести мышкой на конец, да, этих уровней, вы увидите здесь надпись H1, да, но и они выделены там, вот этот не розовый, а какой-то цвет, фиолетовый, да, и здесь мы видим часовой уровень. Я знаю, что эти уровни 15 минут, то есть я могу их различать
на основе цвета, да, я вижу, какие... Вот это, например, часовой зеленый, да, если я наведу мышкой, увидите H1. 4-часовые реже встречаются, потому что они, ну, крупные, да, с крупного таймфрейма. То есть нет нужды смотреть уровни со старшего, ты просто садишься и начинаешь применять сигналы системы вокруг ключевых зон. Все, что тебе нужно делать. По факту 4 сигнала, 4 группы сигналов. Это отбой от уровня, пробой уровня и продолжение в направлении пробоя. Это пробой уровня, коррекция и продолжение движения и ложный пробой. Все. 4 основных комбинации. Мы эти 4 комбинации торгуем в зависимости от того, как это все взаимосвязано. То есть не просто так же система называется кластер трейдер. Допустим, кластер 4 buy или кластер 4 sell. 4 условия. Кластер, они вместе. Вместе 4 условия на вход в рынок. То есть в единицу времени SS4 или SS3 или SS5. 3 условия вместе, 4 условия вместе, 5 условий вместе. Понимаете, да? И каждый из этих условий, каждый из вас, который сейчас смотрит это видео, также увидит и сможет проговорить со мной вместе на графике. Я вижу стрелку, да, все ее видят, 100%. Дно вижу, да, 100%. То есть нет собственного мнения. Вот это один из самых важных, и об этом почему-то не говорят. Говорят там о сигналах, вообще уровнях. А какой смысл об этом говорить? Это ни к чему не приведет. Технический анализ, знание технического анализа имеет очень мало общего с доходом на рынке. Очень мало общего. Когда я это понял, я думал, блин, я там 3-4 года потратил на изучение всяких книжек по теханализу, эти паттерны, эти уровни, как правильно, как так строить, а как паттерн там формируется, сколько этого. То есть я столько энергии, столько времени отдавал сигналам, хотя это, ну, вот как только ты уже это осваиваешь, понимаешь, что это не имеет никакого ровным счетом значения, ты можешь торговать вот тупо один сигнал. Вот у нас есть трейдеры, которые торгуют ротацию бара, только у нее вероятность 65%, и вообще можно не то, что не париться. Понятно, что ротация бара — это трендовый сигнал, и ты должен торговать рынки трендовые, да, если рынок бестрендовый, там особо таких больших движений не будет, но тем не менее. То есть 3 условия. 1, 2, 3. Пробой, коррекция, ротация бара. И в момент, когда вы ждете сигналов, не надо анализировать рынок. Ой, а что там происходит? А давай сейчас туда. Пока ты перейдешь туда, здесь может быть сигнал, а ты уже свое мнение сформировал там, а тут-то все другое. И вот тебе да, где твоя системность. Поэтому я не смотрю никуда, кроме вот ближайшая движуха, которая на экране. Потому что либо сигнал будет, либо нет. Я не знаю, когда он будет. Он может хоп, резко появиться. Особенно, когда я веду тренинг, да, автоматика очень сильно помогает. Бывает такое, я смотрю, уже сигнал, резко нажимаешь buy, sell, все, да, и сделка открыта, все готово, потому что этот советник все делает автоматически. То есть это автоматизированный я, да, по большому счету. Он двигает стоп-лоссы, управляет позицией, рассчитывает объем. Такая микропримочка, но очень много полезностей в нем. И одна из самых важных полезностей — это скрины. Вот если я сейчас зайду вот сюда, вы увидите целый каталог скриншота, вот files, видите, да, и посмотрите, вот как мы только ввели эту опцию с 16, ну не 16, где-то с начала октября 2019 года, и посмотрите, за каждый, ну когда я торговал, естественно, да, за каждый торговый день, посмотрите сюда, да. То есть если я открою папку, там будут все сделки, которые я совершал. То есть как только я нажимаю buy, sell, тут же идет, да, скриншот. Я могу увидеть, в каком состоянии я входил в рынок, имеется не я, а в каком состоянии был рынок. То есть условия, да, картинка сделки, откуда приходят деньги, откуда не приходят деньги. И наши трейдеры все это делают, анализируют свои скрины. Самостоятельно это можно делать, но это так утомительно. Я, честно говоря, делал так, когда автоматики не было, от случая к случаю, признаюсь вам. Это очень утомительно, особенно если у тебя 12 сделок, 13-15 сделок в день, да блин, устанешь эти скрины делать. Вот если свинг трейдер, там на часах, 4 часах торгуешь, конечно, тебе легче, да, и ты можешь спокойно делать самостоятельно, без автоматики. Но на минутках трудно очень. Это много времени занимает, энергии отнимает. Видите, маленькая примочка, но сколько она обязательств с меня снимает, да, сколько обременительных вот этих моментов, где стоп поставить, какой величины там должен быть объем, чтобы он соответствовал, чтобы не брать большой объем, сколько пунктов, как трейлить мне, где мои скрины, то есть сделал я скрин или нет, то есть это все делается после нажатия buy sell, все сразу, в единицу времени, да, все вопросы.
Вот основная задача автоматики — снять с вас вот эти обременительные моменты, да, в плане того, что делать, как делать, совпали условия, есть паттерн, нет паттерна. Вот очень много вопросов, да, особенно касается вот паттернов слабых, вершинно-разворотных, сложных, слабых, потому что когда ты вручную, то требуется время, чтобы ты немножко набил руку, да, набил глаз свой, видеть их самостоятельно. Когда автоматика, тебе не надо думать, есть он или нет, ты либо видишь, либо нет, да, тебе подсказывает алерт, уведомление об этом. То есть вот такие фишки, которые вам необходимо тоже внедрять. То есть если вы хотите быть профессиональным дейтрейдером, скальпером, вам необходимо внедрять автоматические методы, автоматизировать свой подход, хотя бы управление позицией, потому что здесь самые большие проблемы у всех трейдеров. Рукочес, там не терпится, хочется закрыть, тронуть сделку, либо берется слишком большой объем. Это помогает систематизировать, да, вот это управление позицией, привести в определенный баланс соотношения прибыли-убытка, зафиксировать его, да, допустим, там 1 к 1,5, плюс-минус, ну, условно, за счет вот этих правил. То есть некая будет стабильность здесь, не говоря уже о том, что нужно это все дело анализировать потом, да, там прошло 2-3 месяца, взял, да, вот этот объем сделок и посмотрел, что как, по каким активам. Может быть, евро нужно убрать, а фунт, наоборот, торговать больше. Или там золото лучше всего торгуется утром. Ну, к примеру, я сейчас беру, да. То есть нужно анализировать вот эту информацию. Не искать лучшие из лучших, идеальнейшие паттерны, которые будут 99,9 там раз быть правильными. Или, я не знаю, там... Ну, то есть какое-то вот идеальное решение, да, искать. Вам достаточно 50-55 прибыльных сделок, процента. Да? Выше крыши, серьезно. Мой среднее количество моих прибыльных сделок за вот, если взять все годы торговли, это примерно 58%. Плюс-минус. Иногда падает, конечно, ниже, иногда выше, но где-то 58%. Еще раз, коллеги, к чему вот наш сегодняшний с вами разговор? Я планировал поторговать активно, так как рынок не хочет пока торговаться. Давайте пообщаемся о том, что реально важно. Вы можете потратить годы, еще раз, годы на изучение трейдинга, но это ровным счетом ничего не даст, пока вы не сядете и сразу не начнете внедрять. Первое, второе, третье. Для этого нужно, я сейчас не говорю про депозит, какой депозит, это естественно, да? Я сейчас говорю про то, что нужно делать, чтобы вы вот этот путь свой сократили в разы. И у меня есть рабочие технологии, я сейчас ни на что не намекаю, я сейчас вам скажу просто, что надо сделать, базовые вещи, да? Рабочие техники, технологии, методологии, которые способны быстро дать результат. И вы даже сами этого не поймете, как это произошло. Да? Первое. Вам нужно организовать свое пространство. Временное в первую очередь. Сейчас, секунду, уберем уведомления отсюда. Фунт звенит, фунт тестирует. Вот здесь становится интересно, потому что фунт находится на структуре, и у нас два варианта, да? Либо пробой, либо реакция от этой зоны. Так что мы ждем фунта. Давайте вот так сделаем, чтобы следить за ним. Вроде начинаются какие-то подвижки. Да? Сейчас расскажу, что имел в виду. Теперь переходим непосредственно к тому, как вам сократить путь. Да? Не годы тратить, а меньше. Это возможно. Реально это возможно, но нужно это начать сразу внедрять. Первое. Организация своего пространства с точки зрения времени. Не то, что сегодня я могу торговать, а завтра я не могу торговать. Найдите часы, если вы хотите быть дейтрейдером, либо найдите 15-20 минут, если вы свинг-трейдер, каждый день в одно и то же время, когда вы проверяете график или когда вы анализируете график. Если вы дейтрейдер, то по факту вы каждый день садитесь в одно и то же время, первые 2 часа открытия сессии. Если такой возможности нет, то есть простой способ. Вы выбираете то время, когда реально можете быть у компьютера каждый день, не привязываясь ни к сессии, ни к активу. Выбрали время, потом открываете и выбираете этот отрезок на графиках всех инструментов, ну, которые у вас доступны. Неважно, это известный инструмент или нет. Вот как у меня выделено, да, какой-то временной период. Вот вы выделяете тот временной период, который вам комфортен, да, с точки зрения вашего расписания ежедневно. И смотрите, какой инструмент в это время показывает наибольшую активность на протяжении 2, 3, 4, 5 месяцев. Ну, если есть возможность больше посмотреть, лучше. Там, годы за предыдущие. И торговать этот инструмент, либо эти инструменты. Это выход из ситуации, а не то, что привязываться к сигналам, точнее, привязываться к рынкам, которые не двигаются, но как бы вот, да, я могу только в это время. Нет, подберите под свое время активы, которые двигаются.
Все, и вы решите все вопросы. Это может быть австралийский индекс какой-нибудь, да, я вот трейдерам приводил пример, потому что не все трейдеры могут торговать в это время, например, да, вот по Москве это 5 часов, 6 часов вечера, кто-то на работе, да. Почему бы не перестроить, не найти вот там час времени, если хочешь быть дейтрейдером, ну час маловато, полтора хотя бы, да, 2 часа времени. Да? Это может быть 12 часов ночи или 11 часов ночи по Москве, да? А у вас это там может быть совершенно другое время. Это очень важно. Это первое, организация своего пространства. Второе, это организация вот этого вот экрана. Конкретные инструменты, всегда одинаковые таймфреймы и всегда одинаковый вы в плане того, что вы в это время у экрана монитора. Второе, это определиться для себя с методологией торговли. Либо просто сначала торговать базовые сигналы. Это сигналы на отбой и на пробой. Взять за основу уровни. Формула уровня очень простая. Это рабочий таймфрейм. Допустим, вы выбрали для себя 5 минут, да, как дейтрейдер, либо минутку. То есть рабочий таймфрейм минимум умножить на 5. Да. То есть вы используете уровни либо с 5 минутки, либо с 15-минутного таймфрейма. Нарисовали уровни, перешли на свой таймфрейм. И смотрите 200-300 случаев, как цена себя ведет возле этих уровней, когда отбивается и когда пробивает. То есть какие тенденции, какие закономерности вокруг этих уровней происходят. Даже не нужно брать часовые уровни, вы просто запутаетесь, не обременяйте себя излишней информацией. Возьмите с самого вот этого простого, самого близкого, что может быть, это уровни М15, М5, либо какой-то один из, да, там, допустим, М15, перешли на М15, нарисовали, даже я бы сказал, М15 будет получше, и дальше смотрите тенденции. Вот цена пробил уровень. Какие паттерны ведут к дальнейшему движению цены в направлении пробоя? Какие паттерны, какие сигналы ведут к отбою? То есть что происходит, когда цена отбивается от уровня? Тенденции. Потом добавьте фильтры. Вот вы увидели какой-то паттерн, немножко ему дали какое-то, да, обозначение, там для себя какие-то критерии. То есть это требует времени, не так, что ты сел и вот начал торговать. Нет, это минимум 200-300 повторений, и ты еще будешь отсеивать очень много. То есть это очень такая нудная, кропотливая, скучная работа. Еще важный момент, если вы хотите быть успешным трейдером, я думаю, что вы хотите быть успешным трейдером, вам не нужно знать, что будет дальше. Нужно избавить вот это свое внутреннее, да, эго или своего внутреннего немножко придержать, да, вот этого специалиста по рынку, академика, который точно знает, где рынок развернется, либо ставит там для себя какие-то пометки, все, точка разворота и так далее. То есть очень много прогностического анализа будет только во вред. Вы потратите энергию, и хрен знает, произойдет это или нет. Дойдет цена до вашей точки, которую вы там по всем критериям, по линиям трендовым отметили. Ваша задача смотреть то, что происходит вот сейчас, прямо на вашем таймфрейме. Какие сигналы, потому что вы можете сказать: о, эта зона, я только здесь буду действовать, потому что это ключевая структура. Но ты можешь по ходу получать классные сигналы на buy, например, да, и пропускать эти сигналы. Когда цена придет сюда, ты обрадуешься продаж, бум, и цена продолжит двигаться. То есть к тому времени, когда цена придет к той точке, которую ты отметил, все может быть другое уже, тренд может смениться. Понимаете? А вы столько энергии, времени сюда потратили, а в итоге зря, как оказалось, еще и лосс получили. Что я вижу на графике сейчас? Если мой трейд, все, вы сэкономите тонну энергии. Вот есть такие трейдеры, которые там, у них аналитики ведущие, да? Они все анализируют, там, новости. Вы никогда не будете зарабатывать деньги, если будете смотреть на новости. Никогда. Потому что это, опять-таки, создает эмоциональную основу для принятия решений. Либо вы у себя в голове формируете какое-то убеждение по поводу инструмента, актива. Я сейчас говорю преимущественно про дейтрейдинг, я не говорю про инвестиции, когда ты там предполагаешь, что акция там будет расти, или там хорошая отчетность, да, и там дальше будет двигаться, там через год вырастет на 100%. Нет, я сейчас говорю про дейтрейдинг, когда ты смотришь на экран, тебе нужно принять решение прямо здесь и сейчас. Вопрос, есть ли твое решение здесь, да или нет, где твои стоп-лоссы, где твои тейк-профиты. Вот что я требую от трейдеров, с кем более тесно работаю. Конкретно это. Все остальное не имеет никакого значения. Что ты думаешь по поводу графика, что ты чувствуешь по поводу графика, как, по-твоему, будут развиваться события завтра. Хрень собачья. Зачем мне это нужно? Я раньше такой же был. Я сейчас не пытаюсь над кем-то посмеяться. Хуже даже, да. Я
Я прыгал с таймфрейм на таймфрейм, бросал, когда надо было вот здесь уже селить, ну, допустим, сигнал. Я переходил на старший таймфрейм или там пытался на меньший таймфрейм переходить, чтобы понять, так, а там есть подтверждение, нет подтверждения, уже надо принимать решение, у тебя стресс, как бы, ты еще напряжение весь такой сидишь. Вроде надо входить, а потом не надо входить, перешел на другой таймфрейм, там все иначе, и все, еще рынок пошел туда, и ты уже отменил решение. И вот ты каждый раз так торгуешь, ну нахер это надо. Мы сегодня с вами так вебинар проводим, да, такой, разговариваем, а то обычно постоянно такой: Аркадий Романович, торгуем стрелка, паттерн, sell. Как-то скучно, да, немножко, надо так какой-нибудь расслабленный вебинар провести. Чувствую, каждый раз поболтаем, хоть с вами вообще не болтаем, только по официально так. Если видео вам полезно, нравится и вообще вам нравится то, что происходит, да, на канале, ставьте лайки, пишите нам на почту info@ztrader.ru, если есть какие-то вопросы у вас. Делитесь ссылкой на это видео. Пусть другие трейдеры посмотрят. Я думаю, что для них это тоже будет полезно. Вот мы видим с вами по евро стрелочной, да, но мы не видим дальше последовательности. Сила сигнал номер 1, стрелка есть? Да, абсолютно. А есть что-то еще здесь, что составляет мою последовательность? Нет, абсолютно. То есть нет сигнала пока. Мы видим, вот формируется у нас разворотная вершина по евро. А вот здесь, сейчас если будет, продадим. Стоп уйдет за хай. Ждем пробой лоу. Ждем пробой лоу. Селим. Я ставлю сюда уведомление. Мой стоп установился, где линия моя. Автоматически сейчас начну двигать стоп-лосс в прибыльную сторону, ну, имеется в виду сокращать мои риски, потому что я использую два параметра риск-менеджмента. Это фиксированный риск-менеджмент, то есть статичный и динамичный. Что значит статичный? Статичный — это когда у тебя фиксированный процент от депозита. Допустим, там 0,3% от депозита фиксированный. Максимальный предельный риск на одну позицию, да, к примеру. У кого-то 0,5%. Это первый уровень риск-менеджмента, базовый. То есть ты больше не потеряешь. Твой стоп там находится. Второе — это динамичный риск-менеджмент. Когда ты вошел в позицию, цена пошла в твою сторону, и на определенном удалении от цены находится твой трейлинг стоп. То есть из всех стоп-лоссов, допустим, там 60 прибыльных, 40 убыточных, вот из 40 убыточных 80% стоп-лоссов это не полные стоп-лоссы. Стоп-лоссы, которые по трейлингу. То есть за счет этого динамичного стоп-лосса мы сокращаем риски. Снова дно. И вот здесь интересно, если рынок пробьет дно, я продам. Это будет SS4 sell. Стоп уйдет за хай. SS4 sell. Вот видите, как сразу, да? Я даже, честно говоря, не думал о том, что здесь что-то может быть, но вот мне программа подсказывает, что да. И как это будет выглядеть? Пробой уровня, сила сигнала номер 1. Стрелочный, сила сигнала номер 2. Дно, сила сигнал номер 3, пробой минимума дна, SS4 sell, кластер 4 в направлении пробоя. Понятно, да? Так что если мы пробьем, сразу sell, можно сюда поставить уведомление. Я уведомление ставлю для того, чтобы периодически отслеживать, полностью сделку не бросать. Но пялиться на нее тоже неинтересно. Это энергозатратно очень. Все равно от меня ничего не зависит. Если я буду пялиться, я, скорее всего, буду что-то там придумывать от себя. Да? Осебятиной заниматься. Ждем close, телом ниже и sell. В идеале, чтобы мы закрылись полностью ниже и вот этого паттерна, да, потому что мы же видим вот этот low, да, слева. То есть прямо буквально на одном уровне. Это редкое очень явление. Обычно нет этого хвоста, и мы видим чистый паттерн, пробой low паттерна. Но тем не менее посмотрим. А в идеале, если мы полностью сделаем close, мы нажмем sell. Полностью close имеется чистое закрытие ниже. Ну, с другой стороны, мы можем подождать следующий бар. Ничего страшного в этом нет. Я не расстроюсь.
Sell. Кластер. 4 Sell. Хотел с вами разобрать настройки системы. Давайте, пока есть время, у нас позиция открытая. Разберем настройки системы Cluster Trader. Базовые настройки, потому что у нас две версии. Да? Базовая версия, то есть стандартная версия. Это версия, где нет автопаттернов, есть инструкция по самостоятельному определению паттернов. И нет вот этого советника, да, который торгует, который рассчитывает, который делает скрины и так далее. А это все делается вручную, поэтому премиальная версия и отличается, да, во всех смыслах этого слова. Так вот, с чего мы начнем? Мы начнем с вами с общих, да, настроек, общих индикаторов, которые встроены в систему, с уровней, да, поддержки и сопротивления. Что здесь важно для вас и на что нужно обратить внимание? Первое, ну, конечно, отображать уровни, чтобы они были здесь, да. Можно регулировать ширину вот этих уровней. Видите, у меня определенной ширины стоит 15. Если я поставлю, например, там, ну, условно 30, то у меня может быть зона больше, и тем самым пространство для маневра больше. То есть я получаю больше графика, да, можно сказать, для работы. Вот, например, видите, я сейчас нажал ОК, у меня зоны стали еще шире. То есть можно регулировать, тем самым получая больше, да, область, более крутую зону для атаки. С одной стороны, это хорошо. Почему? Потому что рынок не всегда тик в тик доходит до экстрима. С другой стороны, вы можете порой слишком, да, если слишком широкая зона, слишком рано принимать сигнал. Да, вот рынок не дошел до экстрима, да, а зона большая, вроде цена и внутри нее. Поэтому лучше вот оставить там 15, некоторые трейдеры оставить 7, да, ну, по желанию. Закрашивать зону, то есть можно закрасить, естественно, все это дело, ну, на мой взгляд, нет необходимости. Так, и вот что для вас важно. Здесь вы можете установить, вот видите, период 1, период 2, период 3, период 4, засунуть туда уровни с тех таймфреймов, с которых вы хотите засунуть. Если вы торгуете на минутном графике, то M15, H1, H4 и еще какой-нибудь daily, например. Да, вот здесь у меня активированы, начиная с периода 2 мы видим часовой уровень, период 3, 15 минут, последовательность не имеет значения, вы можете здесь поставить там 4 часа, там 15 минут или 5, вообще не важно. Да? И здесь 4-часовой true, да. Вот здесь стоит false, у меня, видите, 5 минут. Я могу активировать 5 минутки, нажать true, окей, и сейчас мы видим еще 5 минут, да, уровни с M5. Видите, стало больше информации. С одной стороны, хорошо, да, больше информации, более раннее оповещение о смене контекста, состояния рынка, но опять же, это индивидуально все. Я рекомендую всем нашим трейдерам работать с M15, H1, H4, если на минутке, и в другой последовательности, если таймфрейм другой. Да, поэтому мы здесь уберем. Да, снова переходим к уровням. 5 минут. False. Да, нажимаем False. Все. Здесь, в принципе, с уровнями все. Настраивать цвета по своему желанию. Да, можно. То есть мы убрали все лишние настройки, которые трейдера будут отвлекать только, да, от работы. Уже по умолчанию эти уровни активны, да, может быть даже еще daily здесь активны. Вы можете отключить, что-то добавить и так далее. Да, идем дальше. Следующее, которое есть, да, следующий индикатор, который есть в обеих версиях. Слабое дно у нас по фунту. Давайте на секунду к британцу, нам программа подсказывает. Возвращаемся к британцу. Мы дошли до первого take profit, и вторая часть у нас в безубытке. Посмотрим, что будет сейчас происходить. Если рынок снова скорректируется к этому уровню, то мы войдем с вами по сигналу ротация бара, если он будет здесь, потому что после вот этого моментума медвежьего, видите, как рынок обвалился, мы не видели ни одного белого бара. То есть все черные, 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 черные. Поэтому если сейчас будет коррекция, первый белый бар, это шанс, да, искать продажи. Белый, и затем черный, потому что тренд нисходящий. Да, вот обратите внимание, простой сигнал SS4, бум, первый таргет, да, тик в тик, моментум sell. Да, и сейчас мы видим рынок восстанавливается, да, тестирует предыдущую структуру паттерна, да, слабое дно. Посмотрим. Вернемся сюда через несколько минут. Продолжим, да, по настройкам, пока есть время. Дальше идем. У нас общие настройки идут по
ротации бара. Где у меня ротация бара? Ротация бара включить и alert. То есть если стоит true, каждый раз при изменении цвета свечи будет уведомление. Дальше идем стрелочный TC Buy Sell. Тоже включить. Оповещение true будет каждый раз пищать при стрелке. У меня false, если я у компьютера, я это все вижу. Это общие настройки для двух версий. Да? Плюс еще в стандартной версии у нас входит оповещение, не оповещение, а 3 месяца доступа в закрытый чат. В премиум версии доступ в чат бессрочный. Да? Чат существует уже 6 лет. И, честно говоря, вот последний, наверное, год, даже, может быть, чуть меньше, мы вышли на совершенно другой уровень работы с трейдерами, таргетированный уровень, то есть конкретно, что нужно делать трейдеру, то есть конкретная, не то что даже методология, а на что нужно давить. То есть мы обнаружили вот эти места, точки, в течение 2-3 месяцев полностью трансформируется его видение графика, то есть мы устанавливаем новые драйвера, да, можно сказать, в сознание трейдера, и большая заслуга самого трейдера, да, потому что если он ни хера не делает, ну, естественно, ничего не получится. То есть это определенная работа с его стороны в том числе. Да. И, конечно, входит еще методичка вот по этим паттернам. Слабая, сложная, слабая, вершина, дно, двойное дно, двойная вершина и разворотное дно, разворотная вершина. Там конкретные правила, как определять вручную. Здесь это все автоматически, и здесь, вы видите, все настройки, их менять не надо, трогать не надо, я даже ничего рассказывать не буду здесь, потому что, ну, это скорее такая для математики, да, больше для того, чтобы какие-то варианты еще обнаружения паттернов найти, но по большому счету это те настройки, которые трогать не нужно. То есть основное отличие премиальной версии от базовой версии, от стандартной, это еще раз чат, там 3 месяца в базовой версии, в премиальной бессрочно. Второе, советник. Там все это вручную, стоп-лоссы ставите, тейк-профиты ставите, управляете позиции. Здесь автоматически полностью. Автопаттерны. Здесь сами рисуются, программа автоматически определяет. Давайте фунт тоже посмотрим. Опять же, видя, что рынок ретестит снова структуру, я могу взять вручную закрыть. Но если вдруг случится медвежий моментум и рынок обвалится, я буду очень сильно сожалеть об этом. Лучше, если ты хочешь что-то закрыть, закрой первую часть позиции. Если закроешь чуть раньше, ничего не случится. Но вторую не трогай, потому что очень сильно будешь сожалеть, ведь был в хорошей позиции, как я называю, состояние в дамках. Да? То есть у тебя, в принципе, все ок. Ты взял первый профит здесь. Сколько это? Там не так много, 12 пунктов. Да? И если вдруг будет валиться, еще деньги заработаешь. Это же хорошо. Будет разворот, никаких проблем. Выйдешь по микро там нулям, либо микропрофиту. Это самая выгодная позиция, да, для трейдера. Либо продашь, наоборот, в этой зоне при сигналах новых. Так что здесь, на мой взгляд, очень все солидно. И не надо трогать ничего. Так, ну что, мы возвращаемся к евро. Посмотрите, как валится евро после нашего сигнала, да. Обратите внимание на мощь, да, вот этих простых визуально продиктованных сигналов. Те же самые, то, что я делал в предыдущих видео, в предыдущих видео. Да, одно и то же. Стрелочный, разворотное дно, пробой лоу, SS3. Агрессивно, без уровня. Если по евро мы торговали кластер 3, sell, агрессивно, это кластер 4, классический вариант, пробой уровня, стрелочный паттерн, пробой лоу паттерна, кластер 4, sell. По золоту мы пробили уровень, ждем сигналов на продажу. Пробой уровня, села сигнал номер 1. Дальше ждем восстановления и входим в сделку. Если будет сигнал, опять же, я не знаю. Вот мы видим здесь стрелочный. Давайте посмотрим налево, есть ли слева структура. Причем, посмотрите, какой, да, устойчивый тренд. И на что я хочу здесь обратить ваше внимание. Практически на каждом хай по этому нисходящему тренду мы видели сигналы стрелочные. Смотрите сюда. Даже не где-то в середине, а практически на самых макушках. Более того, если мы это сопоставляем с паттернами, то мы получаем достаточно точные точки входа в рынок. То, что мы делали сейчас по евро-доллару и по фунт-доллару. И, возможно, будет по золоту такая же история. Понимаете, да? Тоже моментум. Да?
черные свечи, черные бары. Переходим к фунту. Фунт продолжает валиться, наш трейлинг следует за британцем. Не так много, да, сегодня позиций, но бывает такое, что у тебя два трейда, но это мощные, да, сделки, имеется в виду крупные сделки. Сегодня средний объем чуть поменьше, мы видим 0 на одну сделку, здесь две сделки, да, всегда открывается. Вот по евро у нас общий суммарный объем получился 0,9 лот, да, если я не ошибаюсь, 0,9 лот суммарный объем. По фунту чуть поменьше, да, здесь 0,6 лот. То есть средний где-то, да, на уровне 0,7 лот. Так, ну что, мы закончили с парой фунт-доллар. Взяли два полных профита. Я ставлю уведомление на случай коррекции. Евро мы пока держим. Да, по евро более такая, да, благоприятная ситуация. Посмотрим, что будет здесь. Возвращаемся в эфир. Смотрите, как наш трейлинг, да, преследует цены. Усиливается медвежий моментум. Ждем. Причем каждый из вас видит эти сигналы. Да? SS3, SS4, полностью объективные комбинации. Если вы хотите подключиться в чат, ссылка, как обычно, под этим видео, используйте ее. И уже с понедельника будем торговать сразу. Так, ну что, мы возвращаемся в эфир. Евро валится. Да, огромный take profit. Да, мы с вами поймали. Ну как огромный? Для евро это большой take profit. 23 пункта. На текущий момент это уже мы залокировались. Максимальный сейчас потенциал 30 пунктов. Да. Трейдинг именно в реальном времени это то, что я люблю больше всего. Я уверен, что только так, да, я могу передать вам весь свой опыт. Даже не передать опыт, потому что это мой опыт, да, а дать вам подсказки к тому, как сократить свой путь, да, трейдера убыточного, да, и быстрее стать зарабатывающим. Так, ну что, здесь все, наверное, по евро. Мы поставим сюда уведомление на случай, если рынок будет корректироваться. Может быть, будет сигнал. Мы с вами взяли первый тейк 10 пунктов, второй тейк, вот здесь мы вышли 23 пункта. А фунт тоже восстанавливается. Здесь у нас получился первый таргет 15 пунктов грубо, да, может быть чуть поменьше. Второй таргет около 10 пунктов. 10 плюс 15, это у нас получается 25 пунктов. По евро там 170, да, примерно насчитали долларов. А здесь 125 долларов. 170 плюс 125, сколько у нас получается? 300 долларов, да, почти. Если вы хотите подключиться ко мне в закрытый чат и сформировать модель мышления прибыльного последовательного трейдера, а не действовать с позиции эмоций, чувств, понимать, где ваша сделка, а где нет, ссылка, как обычно, под этим видео. Всего доброго и до встречи на онлайн-торгах в понедельник. Пока!